Слон преследовал туристический джип 10 километров. Когда машина заглохла, гид увидел нечто шокирующее. Национальный парк Крюгера встречал рассветом. Золотая трава, редкие акации и тишина, которую нарушал лишь шум двигателя. Для гида Марка это был обычный день. Он уже сотни раз водил туристов по этим маршрутам и знал каждую тропу. Люди в машине улыбались, снимали пейзажи и ждали встречи с дикой природой. Но в какой-то момент дорога резко оборвалась. Прямо перед джипом вышел огромный саванный слон. Он стоял неподвижно, словно ждал их. Марк притормозил. Такое случалось, слоны иногда пересекали путь. Обычно достаточно было подождать. Но этот не уходил. Его взгляд был странным, пристальным, почти осмысленным. Он не проявлял агрессии, но и не отступал. Марк решил аккуратно объехать его. Однако стоило машине чуть сместиться в сторону, как слон сделал шаг и мягко, но уверенно преградил путь снова. «Спокойно», – пробормотал Марк, сжимая руль. Он попробовал другой маневр. И в этот момент произошло то, чего никто не ожидал. Слон начал буквально подталкивать джип, заставляя его съехать с привычной дороги. Туристы напряглись. Кто-то нервно засмеялся, кто-то схватился за камеру, но вскоре стало не до съемок. Слон не отставал. Он шел рядом, иногда ускоряясь, иногда слегка касаясь машины, направляя ее все дальше от основного маршрута. Марк нажал на газ. Джип рванул вперед, поднимая облако пыли. Но слон побежал следом. Его массивное тело двигалось с неожиданной скоростью и силой. Он не атаковал, он гнал их. Так продолжалось километры. Люди в машине уже не скрывали страха. «Он нас преследует!» – крикнул кто-то сзади. «Это ненормально», – прошептала женщина, вцепившись в сиденье. Марк чувствовал то же самое. За годы работы он видел разное поведение животных, но это было осознанным. Слон не давал им вернуться назад, каждый раз перекрывая путь. Он словно направлял их. Постепенно основная дорога осталась далеко позади. Джип двигался по старой, почти заросшей просеке. Вокруг стало тише, гуще, тревожнее. И вдруг резкий звук под капотом. Машина дернулась и заглохла. Наступила тишина. Слон остановился всего в нескольких метрах. Огромный, мощный, он смотрел прямо на них. Люди затаили дыхание. Никто не двигался. Прошла секунда, другая. И вместо атаки слон поднял хобот и издал протяжный глубокий звук. Не угрожающий, скорее настойчивый. Затем медленно повернул голову и указал вперед, туда, откуда они уехали. Марк сглотнул. «Я посмотрю», – тихо сказал он и открыл дверь. Каждый шаг давался тяжело. Он шел по дороге вперед, туда, куда раньше вел маршрут. Сердце стучало так громко, что заглушало все звуки вокруг. Пройдя несколько сотен метров, он остановился. Перед ним открылась картина, от которой внутри все похолодело. Моста больше не было. Тот самый деревянный мост через глубокое ущелье, по которому они должны были проехать всего несколько минут назад, исчез. Вместо него обрушенные балки, разломанная земля и огромный провал. Свежий оползень уничтожил переход полностью. Если бы они продолжили путь, Марк не стал додумывать. Он медленно вернулся к машине. Люди смотрели на него в ожидании. «Мост рухнул», – выдохнул он. «Там больше ничего нет». Несколько секунд никто не понимал. А потом смысл сказанного дошел до всех сразу. Они перевели взгляд на слона. Гигант стоял спокойно, без агрессии, без напряжения. Просто наблюдал. И в этот момент стало ясно, он не преследовал их, он спасал их. Слон почувствовал опасность раньше людей. Вибрации земли, грохот обрушения, изменения в природе, которые человек просто не способен уловить. И он сделал то, что казалось невозможным, остановил их и увел от смертельной ловушки. Когда Марк снова сел в машину, никто уже не говорил ни слова. Через несколько минут слон медленно развернулся. Он сделал пару шагов в сторону саванны, остановился на мгновение, будто убедился, что люди в безопасности, и спокойно исчез среди деревьев. Джип остался стоять в тишине. Люди привыкли думать, что они контролируют природу, что техника, знания и опыт дают им преимущество. Но в тот день стало ясно другое. Иногда в этом мире есть те, кто видит больше, чувствует глубже. И в нужный момент просто делает шаг вперед, чтобы спасти тех, кто даже не понимает, что им грозит опасность.